Саня! Рекурсия. Оба. Оба. Привет. Новые приколюхи осваиваешь? Ну, типа. Да я просто подумала, что было бы неплохо поиграть в какую-то новую игрушку, в которую я точно ни разу не играла. И... Опа, плюс киса минус негатив. Все так. У меня еще есть тортик с пчелкой. Охуеть. Вот. И... Сейчас. Вот, и я в готику давно думала поиграть. Музыкой больше до самых гланд. Потише сделать? Так пойдет? Или еще тише? О, ну все. А я нашла... Это, кстати, это типа ютубная картинка. Вот она так называется. Вот это вот музыка. Мне просто в рекомендациях постоянно попадаются. Я подумала, типа, а чё бы это фоном стрима сейчас не сделать? Вот. Ты даже, не даже. Хорошая мыслявая, спасибо. Тем более сегодня Хэллоуин, а тут такая прям атмосфера. Вот. Ну, мне, в принципе, можно было бы одеться вот в такую вот кофту, изобразить из себя тыкву, но хуйней страдать я не буду. Вот, она еще вся пропотевшая, я в ней ходила сейчас, выходила из дома и вся вспотела в нее. Тыква по жизни ты у нас, ну да, вот. Сегодня многие знакомые стримеры устраивают грим всякий в честь Хэллоуина. И я бы тоже хотела присоединиться, но мне больше впадлу. Ой, привет, Клим! Привет, Клим! Вот, кстати, это Саня пришел, который с нами в Севендейку играл. С новой графикой. Не знаю. Привет, Марк. Ну, на Unreal Engine какая-то там версия, так что, наверное, да. Саня, здорово! Смотри, Саня, как Клим рад тебя видеть. Есть Готика 1 перевыпущенная. А, ну вот, видимо, она, да, и будет. Мне Клим посоветовал на новом движке ее запустить. Собственно, сейчас я с этим и
поколдовала, переустановила другую версию в Стиме, потому что я запустила обычную, а я в них вообще не разбираюсь, никогда не играла в готику. Вот, и смотрю, а у меня она вообще, ну, у меня даже она не альтабается, не сворачивается, ничего. Если я через ну, вызов диспетчера задач ее сворачиваю, она у меня вылетает. Ну, там появляется какое-то окошко, где происходит какой-то эррор, и мне приходилось нажимать ОК, она все, она закрывалась насмерть. И она не запускалась через ОБС вообще никак, даже от имени администратора, если ОБС запустить. Я ее ну, конечно, нашла выход. Она демонстрировалась через запись экрана. И, короче, я там с бубном чуть-чуть потанцевала, но это все было не нужно, потому что вот Клим посоветовал другую версию мне в Стиме включить, и все вообще стало отлично. Она еще и так летает. Прям вау. Я еще расстроилась, думаю, блин, там английский. Хоть я его и знаю, но я к нему уже, короче, плохо отношусь, потому что я могу, типа, забыть, не понять, как там переводится и все такое. Но потом увидела, что есть русский язык, и я так обрадовалась. Мы знаем только мемы, понимаем. Ну вот, да, я готик рэп обожаю. Это вообще... У меня часто так происходит, что я сначала про игру, сериал или что-то такое узнаю по мемам, а потом только ее смотрю, играю. Потому что я когда еще не начинала смотреть сериал «Во все тяжкие», я узнала про этот... как там? Ремиксы были на Ютубе про «Во все тяжкие». Вот. Ищем на клаве стрелочки. Ну, то, что там без мышки управления, это я чуть-чуть знаю. Ну, кстати, даже несмотря на то, что я у многих стримеров сидела на стримах по готике, они, во-первых, почти всегда играли в какие-то моды, ну, в модосборки, и плюс ко всему я никогда не вникала в то, что происходит на экране. Я максимум знаю наизусть только всякие звуки из этой игры, потому что там постоянно слышала волков, этих птеродактилей. У меня даже Ваня на уведомление в Телеграме ставил звук этого птеродактиля. И еще там постоянно, я не знаю только в какой, наверное, это во второй готике, но там постоянно звук боя, вот просто постоянно. Ту-ту-ту. И постоянно кого-нибудь убьешь там за секунду, и там ту-ту-ту. Вот это вот. Короче, я знаю наизусть только звуки все оттуда, и все. Ты куда? Все, ты наобнималась со мной. Мне Ваня смешнявку показала, подождите. Надо кое-что вам показать смешное. Нет, сейчас, вот так. Если я так сделаю... О, так не видно, отлично. Ваня постоянно с Алиэкспресса уведомления приходит. И тут какая-то вау-цена. КДЛВ. КДЛ 829, сват, мутантные строительные блоки, скибиди, G, унитаз, титановые часы, ТВ-камера, динамик, ученый, плунжер, человек, фигурки, куклы, игрушки. Блять, мне кажется, надо было так стрим назвать. Берем 10 штук. Ваня, кстати, с этого Алиэкспресса постоянно приходит: вау, цена 4 миллиона 500 тысяч. Там какой-нибудь КамАЗ или бульдозер или дом на колесах. Ой.
Я постоянно вообще с этого угораю, это очень смешно. Ой, я аж до слез. Уф. Софи не понравились твои ту-ту-ту. Она подумала, бой начинается. Может быть. Она обычно привередливая в плане э, того, чтобы если она лежит рядом, то не должно происходить никаких резких звуков и движений. Поэтому, возможно, ей не понравилось то, что я тут это шумлю. Хихоньки-хахоньки, давай играть, нас там Диего ждет. Вы что тут для игр, что ли, собрались? Я вообще планировала схавать тортик, выпить кофейко и только потом запустить стрим. Ну, в смысле, игру. Вы что, как можно отказать в съедении вот такой пчелки? Это медовик. Вот он вот такой вот. Какой-то ягодный. Блин, у меня не такой микрофон настроенный, чтобы слышно было АСМРное. Могу только рыгнуть потом на ушко. Пойдет? Блять, не слышно было, наверное, из-за музыки. Вот иди сюда. Вот у тебя ямка. А, ты ко мне? А чё ты убегала тогда? Ну, господи. За чавканье буду дудосить. Давай, кто громче пернет. Громче или дольше? Ну, этого слышно не будет. А если я захотела пердануть на стриме, то я обычно микрофон выключаю, чтобы точно слышно не было. Ну, я обычно не чавкаю, кстати. Я вот именно что даже всегда я не чавкаю. Редкий случай происходит тогда, когда я ем что-то настолько вкусное, что нужно нужно расчавкаться, чтобы еще больше вкуса почувствовать. По небу верхнему размазать это все и прочавкать, короче, вах. Но это было пару раз в жизни, когда мне прям когда я что-то ела, и мне хотелось почавкать. Не надо выключать, послушай. Вы еще потом, как судьи, оценки будете выставлять, да? Типа там 5 или 7. Так вот, что Сафа ушла, ты по-тихому газы освободил. Нет, сейчас нет. Блин, я по-тихому газы освободила, когда сегодня в клинику ходила, к дуркологу. Я стою у кабинета, у диванчика, вот, и там что-то нарисовано, была приклеена какая-то иконка, типа «не садиться». Я так полагаю, там был ой, как это сказать, двухячейковый диван, и, видимо, на одной из них прилепили вот эту вот наклейку еще из-за ковидных вот этих вот ограничений, типа, чтобы рядом с другом не садились. И я, короче, подумала, что а вдруг тут диван какой-то сломанный, я сейчас сяду и все доломаю нахрен, так что не буду садиться. В итоге вот стояла около него, и у меня так живот надулся. И я такая думаю, бля, я сейчас, если сдержу, оно у меня уйдет все обратно, и живот еще больше надуется, и я никогда не пропукаюсь. Короче, я там по-тихому просто... Ну, не слышно сейчас было, чисто воздух. Выдохнула такой, фуф. Но так вонько что-то было, я такая думаю, блядь, лишь бы никто не спалил. Вот. И, короче, у меня какая-то то ли тетенька посетительница, то ли ну, сотрудница прошла. Я не знаю, надеюсь, она ничего не унюхала и не кринжанула,
Поэтому я, короче, стояла такая, типа, а кто это сделал, блядь? Точнее, я стояла, виду не подавала, типа, это у вас тут так воняет. Это не я, это я пришла, и так уже было. Вот. Но ты не села, просто газы освободила. Я даже не садилась, я там рядом стояла. Чисто Юрген, призыватель ветра на Мимахе. Ну да. Опять она ушла. Вот ее сейчас не погладили, и она съебалась. Сейчас я ей лазером повожу. Блин, жаль, не видно. Какая же она у тебя все-таки цаца? Ой, да вообще ничего не говори. Та еще цаца. Не въебаться. О. Ей. А ты где сейчас, в Ижевске? Нет. В Москве. Также в Химках. Ну и что ты там засела? Засела. О, куча одежды. Эй. Ну, короче, я предполагаю, что если я сейчас поиграю, короче, Ване нужно будет переустановить винду. Вот. И, возможно, все мои сохранения, которые я сейчас наиграю, сотрутся. Если они, конечно, не в Стиме на облаке где-то находятся. Вот. Но мне будет не впадлу начать заново. Поэтому мы сейчас будем играть ознакомительно. Вот. Изучать игру, потому что я ее никогда еще не видела и не трогала. Просто я думала, в Москве там у всех уже лофтовые хаты. Да ты знаешь, сколько они стоят? Вот это-то 30-ку стоит. Чего? Ваша не московит же, а химкозой.
А у меня, кстати, замкадыш, блядь. У меня, кстати, через неделю день рождения. В следующую пятницу. Ну что, я сейчас съем пчелку? Блядь. Мне отвалились крылья. Пиздец. Крылья у ней кокосовые какие-то, а сама она шоколадная. Ну и что ты тут лежишь? Постараюсь запомнить, правда, я даже ДР мамы не помню. У меня в Телеграме, если что, должно отобразиться. ДР. Вот. Так. Ну, музячку мы... Кстати. Вот так вот. Опа. Опа. Все, хватит с нас музыки. Здесь еще-то люди серьезные собрались. Все, я Телеграм офаю, чтобы нахрен. Вот, вот. Как собрались, так и разберемся. Ну, короче, я планирую на ДР стрим. О, вот так вот оно выглядит. А вдруг Ванечка напишет не оффой? Ну, у меня в телефоне оно должно. Вот. Просто, короче, у нас в Телеграме с компа 2 наших аккаунта. И если ему звонят в Телеграме, то даже несмотря на то, что открыт мой аккаунт на компе, все равно звонок поступает. Поэтому я, короче, не хочу, чтобы случайно какие-то звонки поступали. Вот. Сафи. Сафа. Что у меня, мышь? Ну все, новая игра. Я, короче, не смотрела на заставку начальную и разговор с этим Диего не слушала. Я максимум тыкала, чтобы пробежаться чуть-чуть, чтобы проверить, все ли работает. И все работает, поэтому вот. Игра долбит. Ну ничего, сейчас очень громко послушаем заставку, и я потом еще потише сделаю. Долгие годы правил Рабар II народом Миртаны. Он победил всех врагов своего королевства. Всех, кроме одного. Звуки этих... Война против орков разгоралась я с тоже новой помню. силой, и каторжники Миртаны платили за это высокую цену. Армия короля нуждалась в оружии, и каждый, кто был повинен в преступлении, неважно, сколь серьезным оно было, искупал свою вину в железных рудниках Хариниса. Дабы сделать для них невозможной саму мысль о побеге,
Король поручил лучшим магам Миртаны сотворить барьер, окружающий долину. Я был одним из них. Мы направили всю свою силу на создание магического щита, но что-то нарушило привычный ход заклятия. Мы стали пленниками своего собственного творения. Все рудники Хариниса отныне оказались во власти каторжан. У короля не было выбора. О, это же главный Ему герой. было нужно железо. Год за годом королевство выдавало каторжанам все, что они требовали. Год за годом взамен каторжане приносили к барьеру руду. Так было до сегодняшнего дня. Обычный каторжник, которого привели к скале на краю долины. Он не знал, что ждет его впереди. О, это я. Именем короля Рабара II я приговариваю этого каторжника к... Остановитесь, каторжник! У меня есть для тебя предложение. Это Остановитесь. письмо должно быть доставлено верховному магу Ты круга. зря тратишь свое время. Ты можешь выбрать любую награду. Тебе дадут все, о чем ты попросишь. Что ж, хорошо. Я возьму письмо. Но на одном условии. Нихуя. Избавь меня от его болтовни. Как ты смеешь? Молчание! Отправляйте его. Плюх! Будь здоров. Добро Кошка пожаловать в чихнула. нашу колонию. Бам! Ай! Довольно, хватит. Больно. Оставьте его. А теперь убирайтесь. Вставай. Меня зовут Диего. Я не хочу знать, кто ты такой. Ты только что появился здесь. Я присматриваю за новичками. Это все. Если ты хочешь пожить еще немного, тебе придется поговорить со мной. Но, конечно, я не собираюсь мешать тебе покончить с собой. Так что ты думаешь? Ой. У меня есть письмо к верховному магу Круга Огня. Правда? Его отдал мне какой-то маг перед тем, как стражники сбросили меня со скалы. Тебе повезло, что больше я не могу показываться на глаза магам. Любой другой с радостью перерезал бы тебе глотку за это письмо. Маги хорошо платят своим гонцам. А большинство людей здесь не имеет за душой и гроша. Ну, На твоем месте я бы держал рот на замке до тех пор, пока не встретил бы кого-нибудь из магов. Правда, тебе на это не стоит надеяться. Почему? Почему? Маги живут в старом лагере, но только людям Гомеза дозволено входить в их замок. За Гомеза. Вперед, картажане. Каторжан, это где-то в Казахии. Но есть такая, по-моему, так, то ли страна, то ли город, Катар называется. Это, наверное, там события этой игры происходят. Если что, это все шутки. Я выбираю любовь! Блин, я не помню этот монолог Хеймскра из Вайтрана, кто там «Воистину любовь! Любовь!» и все такое, я бы продолжила. Огромная буква «Я» в диалоге. Ну да. Ну хорошо, хоть шрифт нормальный, такой интересный. Кто такой Гомес? Гомес – самый влиятельный из баронов. Он правит старым лагерем на правах самого сильного человека в колонии. Так. Предположим, я хочу стать одним из его людей. Что мне нужно делать? Возле ворот замка ты найдешь человека по имени Торус. Скажи ему, что тебя послал Диего. Диего, это ты из ледникового периода? Почему ты помогаешь мне? Потому что тебе нужна была моя помощь. Буллет со своими парнями мог запросто убить тебя. А я не мог просто стоять в стороне и смотреть. Я проделал этот долгий путь для того, чтобы сделать тебе одно предложение. Нихуя. Предложение? Да.
Я думаю, после знакомства с шайкой Буллета ты понял, что тебе нужна защита. Каждый, кто попадает сюда, имеет выбор. В колонии есть 3 лагеря, и ты должен будешь присоединиться к одному из них. Я здесь для того, чтобы показать новичкам, что старый лагерь — лучшее место для них. Так, это все, конечно, хорошо, но у меня кошка какать хочет. Что случилось? Удачной Каки. Она еще не созрела и только на клапан жмет. Гомез, Гомер, Гомез, Гом, Мункул. А где сейчас Буллет? Вместе с остальными тащит припасы из внешнего мира в лагерь. Ты встретишь его там. Но если ты хочешь сразиться с ним, будь осторожен. Буллет — неплохой боец. Угу. А это я спрашивала? Хорошо. Что я должен узнать Я об этом забыла. месте? Мы называем его колонией. Ты уже знаешь, что мы добываем руду для короля. По крайней мере, в старом лагере. Внутри барьера есть 3 лагеря. Старый лагерь самый большой. Он был первым. Как добраться до старого лагеря? Дорога выведет тебя сама. Старый лагерь — ближайшее поселение, которое встретится тебе на пути. На подступах к лагерю бродят немало диких тварей. Нужно быть безумцем, чтобы разгуливать окрест без оружия. А где мне взять оружие? Когда доберешься до старой шахты, внимательно посмотри вокруг. Уверен, ты найдешь что-нибудь полезное. Шахту легко найти. Она находится в 2 десятках шагов отсюда. Ебанулась мать, что ли? Ух ты, Джаката, привет! А я благодарю никогда не тебя за играла в помощь. Готику. Мы встретимся в старом лагере. Ну что, мяу? Мяу, да что? Давай какай. Давай я с тобой. Происходит кака. Здрасте. Я вернулась. О, вонюченько.
Засраночка маленькая. Так, и как это? Как тут? Тут есть какой-нибудь секретный сундук? Ладно. О, можно плавать, не имея ограниченную стамину. Блядь, эта игра лучше Valheim. Здорово, Джаката, еще раз. 100 лет тебя не видела. Тебя ждет секрет у Сафы в лотке. В смысле ждет? Я его уже спрятал. Fuck hell. А как бить что-либо? О, таб. Письмо мага огня. Факел. Надеть, бросить. Ладно. А как какать? Ну смотри. Пыва. Как забухать? Использовать. Ну что, друзья, за вас, за ваше здоровье и за мое очко. Все. Ну смотри, Саня, вот когда тебе захочется какать, у тебя начнутся позывы в кишочках. Что происходит? А! Ну что, друзья, спасибо за просмотр. На этом мы игру заканчиваем. Ага. Ну, вставай. Ну, новая игра. У нас народ массово захотел страдать в готике. Привет, Элиора. Я давно уже думала про эту игру. Долгий. Меня зовут Диего. Я... Бля. У меня есть письмо. Правда. И Тебе почему? А я... Предлагаю. Да, я... Но я... Я благодарю. Мы встретились. Всё. Спидран. Такая, все вот. Барьер впускает, но не выпускает. Ну, кто знал? Я давно хотела в нее поиграть, но так и не удавалось. И вот сейчас решила. Не, ну все то же самое мы подбираем, но только пиво уже пить не будем. Вдруг тут это алкотестер какой-нибудь. А, тут переключаемый shift. Ладно, тут вроде ничего нет. Маш, короче, если присесть и медленно подойти к барьеру, можно его пройти. Не смешно. Пока ты не умеешь приседать. Пиздец. А как какать? Гостеприимненько. Это мой первый враг? Мясной жук. Е. Так я жму Е. Так его нужно... Сейчас он меня тоже Е, да? Как научишься, проверь. А тут сохранение быстрое и загрузки, как в Скайриме, типа F5, F9 или нет? Ух ты! Как ее в руки взять? Можно ей драться?
Возьми кулаки в руки. Почему не в ванилу? Им ходит от графон по готике, убивает атмосферу. Здрасте, Ксейдро. Ну, мне друг посоветовал ее использовать. Эту версию. Во-первых, она не лагает. Во-вторых, она у меня нормально захватилась в ОБС-ке. И в-третьих, я хотя бы могу альтабаться. Вот. Ну и думаю... Я бы играла в ванильную обычную, если бы не стримила ее. Получай по жопе, жук мясной. Проби... Так... Тяжело. В этой сборке хз как? Ничем УЕ4 не ломает атмосферу, текстуру, те же, графон приятней. Как кулаки в руки взять? О! Взяли кулаки в руки. На! Взять. На! Ай, так вы с каждым. Не, на пробел прыгать. Небось, управление все перелопатили. Я просто выбрала пустую ячейку, они у меня сами взялись, и все, я теперь дерусь на левую кнопку мыши. А как кулаки убрать? Как в ножны... А, на R. Да ладно. Ты на геймпаде? Нет, на клавомышке. В смысле? Нет. Это на Q. Это на Q штука открывается. Блять, там этот! Какой? А хули колесико? Что за сборка? Это в Стиме версия... Как ее зовут? Unreal Beta Gothic Classic in Unreal. Вот так вот. Блять. Маша! Привет! Здорово, Дисошал. Ну это залупа. Почему? Блять, надо сохранить игру. Я с тобой драться не хочу. Ну, Джеката, вот мне некого было спросить, как настроить эту игру в OBS-ке, чтобы она у меня захватывалась и не крашила комп. Потому что, чтобы из нее выйти, мне пришлось нажать «Завершить» в Steam, и там появилась серая кнопка «Остановка», и она не заканчивалась. И я даже комп перезагрузить не могла, потому что у меня... Остановка. Точнее, я не могла выйти из Стима, потому что остановка вот так вот отображалась. И поэтому я не хочу играть в ту версию на стриме. Не классическая. Мне кажется, это то же самое, но я не знаю. У меня отчет с кошкой, за что слабый стал, очень не ест нихуя. Блин, а так отнеси к ветеринару. Пускай ее обследуют. Здрасте, мужики. Эй, ты! Что тебе? Просто хочу предупредить тебя. Дальше начинаются наши охотничьи угодья. Почему это место настолько опасно? Ты новенький, да? Да. Каждое место в колонии опасно, так или иначе. Безопасны лишь дороги между лагерями. Да и здесь можно набрести на волков, которые посчитают тебя легкой добычей. И ты действительно ею станешь, если не подберешь себе нормальное оружие и доспехи. Где я могу раздобыть карту?
Расспроси людей в старом лагере. Где-то там должен жить картограф. Может, тебе даже удастся стянуть у него одну из карт. Если получится, прихвати одну для меня, ладно? Если предоставится возможность взять их, не заплатив, то я наберу столько, сколько смогу унести. А ты ничего. Тебе стоит подумать о том, чтобы присоединиться к новому лагерю. И если вдруг окажешься там, найди Ларса. Уверен, он подыщет тебе работу. Какой-то новый, какой-то старый. Привет, всегда было интересно, почему игра называется Готика, в ней нет буквально ничего готического. Привет. Не знаю. Я первый раз в нее играю, будем выяснять. Завтра, послезавтра повезу, но по признакам она умрет скоро, но я вообще в это не хочу верить. Она уже 3 дня в каком-нибудь месте укромном лежит, ничего не делая. Блин, я очень тебе сочувствую, правда. Это очень грустно. У меня уже был опыт, когда мой питомец болел перед тем, как умереть. Но я, можно сказать, не была его мамой. Вот. Но это все равно было ужасно. Я к этому коту очень привязалась. Прошло уже 11 лет, как его нет. Вот. И у меня эта кошечка 10 лет живет. Но ты обязательно своди ее к ветеринару. Может, у нее просто какая-нибудь болезнь обострилась. Я вот недавно водила ее, свою кошку, она у меня редко какать начинала. Сейчас как-то тоже плюс-минус, не знаю как. Ну, в целом стабильно. Вот. И в общем... Маша! Привет! Ух ты, привет, Рад Империал. Здравствуй. Ну, в общем, у нее взяли анализы. И по анализам все нормально. Вот. Но вообще, когда питомец начинает становиться ближе к такому старенькому возрасту, нужно менять ему питание. Я вот думаю тоже скоро своей кошке поменять. Ну и то мне как бы говорили, что я не очень хорошо поступаю тем, что кормлю ее и сырым мясом, и сухим кормом. Ну, в общем, вот. Но она так ест все 10 лет, и все у нее нормально. Ну, возможно, из-за того, что у нее уже такой возраст особый, стоит поменять. ПЗ не могу морально подготовить себя в 1 классе, помню с ней в обнимку, и вообще не хочу, чтобы с ней что-то случилось. Я тебя прекрасно понимаю, для меня это одна из самых центральных страхов в моей жизни. Уход родственников и близких мне людей-животных. А кошка моя одна из них. Я вообще, как представлю, что ее когда-нибудь не станет, мне сразу плохо становится. Сафи уже 10 лет, офигеть. Да, она в 2014 году у меня появилась где-то в мае. Такой вот комочек. У меня кот примерно так и умирал, так что лучше морально готовься. Ой, ужас какой. Лекарство от смерти пока не изобрели. Очень грустно. Но я себя успокаиваю тем, что у меня кошка очень активная. И я не знаю, Ваня ее когда старушкой называет, я прям его как это сказать, дергаю, типа, не говори так. Потому что она, ну, вообще не старая. Я понимаю, что 10 лет это уже такой приличный возраст, но если питомец себя чувствует хорошо, что его раньше времени хоронить, я не знаю. И в старики записывать. Она у меня носится только так, прыгает, бегает и все такое. Какие вы сентиментальные, добрые люди, да не говори-ка. А на кого вы охотитесь? В основном на падальщиков. Много мяса, и не так уж сложно с ними справиться. Если, конечно, знаешь как. В самом деле? И как же? Спроси у моего приятеля Дракса. Он знает об этом больше, чем кто бы то ни было.
Где можно найти хорошее оружие? Ближайшее Много место мяса, мало старый теста. лагерь. Просто иди по тропинке, она приведет тебя туда. Хорошо. Но в нашем новом лагере можно Заебись. достать вещи дешевле, если, конечно, знаешь нужных людей. Если окажешься в старом лагере, разыщи Мордрага. Он один из нас. Немного руды, и он продаст тебе все, что нужно. Благодарю за помощь. Не думай, что все будут такими же дружелюбными, парень. Мяу. Карманы у новичков обычно пустые. Иди сюда. Но кое-кто мог бы убить тебя даже ради простой кирки. Я буду иметь это в виду. Ой. Эх, у меня тоже раньше кота. Кошка была, 23 года прожила. Вот. Моему прошлому коту было 19 лет. И он появился в нашей семье еще до моего рождения. Вот. И я поэтому намерена, ну и настроена, чтобы моя кошка как минимум столько же прожила. И нисколечки не меньше. Вот. Потому что, ну... Вот. Верю в то, что она умрет, ей всего 11 лет. Но это не значит, что она обязательно должна умереть. Просто вот обязательно своди ее к ветеринару и очень советую тебе следовать всем указаниям. Вот. Я понимаю, что это, конечно, еще и в копеечку влетит, но я полагаю, что лучше не скупиться и не бояться потратить много денег на любимого животного. Нет ничего черствого и психопатического нет в вас. Ну ты еще не видел, как я в Sims играю. Я вижу экспу на фоне, вон там 2 птицы. У меня нету оружия, у меня только кулаки, они меня заклюют. 23 года хранить это безумно долго для кошки. Ну вообще да, но в целом я считаю, котики должны жить вот столько и еще больше. Ты не должен верить, если ты думаешь. А как разговаривать? Вот. Ну ладно. Ты не должен верить Я всему. больше не слушаю всякую трепотню. Дрын какой-то. Так нужно... Ну, говорят, дрын можно достать вот там вот, но вроде как за деньги. А у меня денег одна. Пока меня не впутали. Что это? Сколько? Цена 1. Ну вот у меня, видимо, 1 рубль. Или... Вот, да. Глупо я оказаться на его месте. Киркой же можно драться. Вали их на бок, ломаем хуй. Ты должен следить Ну, за тем, давай что попробуем говоришь людям. киркой. Это точно не моя Я проблема. думал, это выяснили еще очень... Убери Да- это чертово оружие. Да я не к вам. Убери оружие! Блять, а как Убери. убрать? Мужики! Спокойно. Тебе повезло. Но Да я бы с удовольствием к этим. набил тебе морду. Держись. Скорее всего, Лучше ты ни на прав. что не натыка. Убери оружие! Убери! Ищешь неприятностей? Немедленно убери их. Ку-ку! Бля! Ты не должен А верить. тут нет пресижена. Хотел бы я Я уничтожу. Беги назад, к мамочке! Тут что такие звуки? Это было не слишком Они умно. всегда болтают. Меня не впутали. Убери это чертово оружие. Давай поговорим о Ты чем не должен верить. Блять! А как прыгать-то? Уйди. Я еще почитала, это могут быть последствия после течки. Она прям долго кота искала недавно. Вот обязательно их нужно стерилизовать. И это ничего в этом плохого. Я не знаю, зачем люди Я уничтожу. переносят Беги. на себя и очеловечивают животных, мол, я не буду кастрировать своего кота, зачем ему его яички отрезать и все такое. Блять, это для их же здоровья. Если они вот так вот просят постоянно кота и ничего с этим не делают, или кошку, неважно,
Им от этого же хуже, а если они вот от этого не будут чувствовать, им же будет хорошо. Тут есть кривая боевая система. Ну, я просто на ЛКМ нажимаю, и он вот так вот этой киркой делал сейчас. Там точно есть какая-то кнопка отпрыгнуть назад. Назад к мамочке! Так вот какая. Пока меня не впутали. Ты не должен верить всему. Убери это чертово оружие! Это точно Да бля, я даже... Я ткнуть не могла. Ну, когда было время, я не понимала этого. А сейчас бы отвез ее, но уже поздно. Вот как раз тоже попробуй проконсультироваться об этом с ветеринаром, потому что вдруг еще не поздно. Ну, я не знаю, конечно, вряд ли. Но попробуй просто узнать, как может облегчить ей, можно что-то. Посмотри настройки. Вперед-назад. Бэх. Прыг. Подкрат. О! F5, F6. Ладно. Смена оружия. Удар влево. Delete. Вправо. Page down. Блять, это как играть-то? В смысле? Не, давай хотя бы на стрелочки, я не знаю. Они же... Что ты, мяу? Влево вот сюда. Вправо вот сюда. Посетивший кладбище орков. Стримлера унижают куриц, смотреть онлайн без регистрации. Все так и происходит. Короче, они своими атаками ведь оставят, и ты также точно можешь делать. может быть, ни на что не натыкаться. Ой, какая она медленная, эта хуйня. Я не могу прыгать в этот момент. Этого не случится. Нажимаю 2 раза назад, ничего не происходит. А прыжок тоже никак не помогает. А блок существует в этой игре? Похоже, назревает проблема. Лучше ни на что не натыкаться. О, колесиком можно отдалять. Были времена, когда все было совсем по-другому. Ну, я блока не видела. Переключение взгляда. Но это мне не нужно. Ну, я блока не вижу. Ладно. Я не буду страдать хуйней и не буду драться с этими чуваками. Пока не найду нормальную пушку. Здравствуйте. Не забудь заглянуть в старый лагерь. У них уже есть для тебя кирка. Угу. Разболелась. Это вот так медленно я умею бегать? Ужасно. А сколько у тебя кот в таком состоянии пробыл? Куда это ты направляешься? В лагерь. От тебя не будет проблем, ведь так? Диего сказал, что я должен встретиться с ним в лагере. Ладно, тогда проходи. Ладно. Есть новости? Не, все как обычно.
Ладно. Ты даже, не даже. Ну, здорово, мужички. Есть что-то типа карты. Быстрое сохранение. Будешь. А я, да. Что? А кто знал-то? Как дела? Для тебя ты имеешь в виду? Пока ты не решишь, в каком ты лагере, никто не будет воспринимать тебя всерьез, малыш. Скорее всего, ты веришь кому-то. Кто здесь командует? Лорус следит за тем, что происходит в лагере. Диего его помощник. Больше этого не случится. Если ты хочешь чего-то добиться здесь, говорить нужно с ними. И где они находятся? Что? Кто ж знал, что сюда заходить нельзя? Дверей никто не поставил. Ты тоже просто стражник. А как спуститься? Спасибо. Недели две, а потом решил, что ему в мире живых больше не прикольно. Эх. Котику. Рудокоп. Призрак. Что за призрак? Такая это. Здрасте. Бля, я боюсь уже заходить в дома в какие-то. Эй, ты! Маша! О, Дидис, привет. Как здесь живется? Если тебя прислали бароны, скажи им, что я не хочу неприятностей. Я ни с кем не говорю об этом. Я доволен тем, что они дают нам. Никто меня не посылал. Я здесь недавно. Новенький, а? Новички всегда быстро попадают в неприятности. Где Диего? Если ты думаешь... Давай поговорим о чем-нибудь еще. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Костер. Простите, но не смог удержаться. Вижу готику. Ставлю готик реп. Обалдеть, спасибо большое. Сейчас я Donation открою. О, ты победил его. Блин, она поди сейчас не воспроизведется. Я сейчас открою его, потому что, ну, это же YouTube. Так, сейчас. Тык. Во. Сейчас. Вот. Во. Привет, Волдрам. Морфей, точнее, Мортфей, да? Я видела, что тебя Мортом зовут, но я всегда читала твой ник как Морфей. Здравствуй, спасибо. Спасибо за подписочку и за донатик, и за готик рэп. Падре, хорошо запомню. Я эту игру первый раз прохожу и трогаю, а вот готик рэп я весь уже давно знаю. Не, я только-только зашла в старый лагерь.
Сейчас я паузу пока поставлю. Я очень хочу сказать, что у меня любимый готик рэп — это рыба, про Таррака и Петрианда. Вот. А что? Оно включилось. Ладно, оно включилось, оно заработало. Значит, заново посмотрю. Привет, Ваня. Я Ксардоса еще не видела. Я да. сделал это. Спящий. Победил его. Ты победил его. Я, наверное, вот так сделаю. Пойдет? Не громко же? Кому судьба носил его. Я победил его. Гайды, ну, победил когда его. чуть-чуть А что это такое попозже. этот Я глаз думаю, Минуса? сейчас еще Ты потыкаюсь должен сама. найти Первое его. прохождение это Я будет чувствую весело. Ну, себя мне так. весело пока, да. Я уже тут пару раз сдохла от этих Спящий птеродактилей. Но ведь прошло всего Пойду-ка несколько дней. я в Своим кабак. яростным На боком прошлой спящий неделе привел они в движение забрали армию весь тьмы. мой лов. Его Да-да-да-да-да. последним приказом было «Идите». И они пошли. Все, даже дракон. Ну, воины я собрать с чувствую этим кругом. присутствие. Так, этого я еще не знаю, и они пока узнать собрали не вокруг хочу. себя целую армию из низших. Гай! Черт побери, драконы? Привет! Уносить отсюда ноги. Ты бы давно уже был мертв, если бы тебе не благоволили боги. Ты победил его. Ты победил его. Глаз Инос и тот, кому судьба носил его. Я победил его. Да, я победил его. А что такое этот глаз Иноса? Ты должен найти его. Где эта армия сейчас? В долине Опа! ледников, около Хариса. Что мы можем сделать? Ты должен добыть глаз Иноса. Он восстановит часть твоей силы и Почти. поможет нам победить. Это единственный Так. способ, Белиар, остановить. Мне нужно оружие. Все, что у меня есть в моей башне, ты можешь взять. Отправляйся к лорду Хагену. Он должен глаз тебе дать. Я немедленно отправляюсь в путь. Не говори никому, что разговаривал со мной. Он вернулся. Это я отправил его на бой. Ты победил его. Ты победил его. Глаз Инос и тот, кому судьба носил его. А ты проходил ее? Да, я победил его. А что такое этот глаз Иноса? Ты должен найти его. Ну, это я знаю. Маша, зачем ты намасянила? Я еще не намасянила. Ой, спасибо. Маша, зачем ты намасянила? Я не намасянила еще. Здесь нравится. Не говори никому, что разговаривал со мной. Я пришел от Ксардоса. Блин, ух ты. Ну рыба так рыба. Ух ты, спасибо большое. Блин, ну вот сейчас Ну, будет... рыба, как рыба. Сейчас будет чил. Надо подождать, наверное, пока оно включится. Все. Ну тут вот так. Пойду-ка я в кабак. На прошлой неделе они забрали весь мой улов. Сказали, что он пойдет на благое дело. Иногда им не хватает еды. Это снова ты, рыба. Ты рыбак? Он рыбак, рыба. Пойду-ка я в кабак, рыба. Ты рыбак? Он рыбак, рыба. И так я чувствую, как энергия течет, не зная преград, рыба. Именно так. Он был рыбаком, но, на мой взгляд, рыба. Он слишком зазнался. Интересно, как ты догадался? Именно так. Хорошо. Неудивительно, что они забирают мою рыбу. Иногда им не хватает еды. Это снова ты, рыба. Ты рыбак? Он рыбак, рыба. Пойду-ка я в кабак, рыба.
рыбак? Он рыбак, рыба. И Так, я чувствую, как энергия течет, не зная преград. Рыба. Пойду-ка я в кабак, ты будешь принят в наши ряды. Кажется, это было сотни лет назад. Но этим делом занимаются маги воды. На прошлой неделе они забрали весь мой улов. Сказали, что он пойдет на благое дело. Иногда им не хватает еды. Это снова ты, рыба. Ты рыбак? Он рыбак, рыба. Пойду-ка я в кабак, рыба. Ты рыбак? Он рыбак, рыба. Итак, я чувствую, как энергия течет, не зная преград. Рыба. Кошка! Рыба! Ой, это было восхитительно. Мне после стрима придется поменять трусы, потому что они намокли. От такого балдежа не грех. Я хотела убежать в какое-нибудь тихое местечко. Ну и лично от себя... Ой, спасибо. Я хотела отбежать в какое-нибудь тихое Ну и лично местечко, от себя. чтобы не было этой какофонии слышно, но тут везде так, походу. Ну, нашу новую песню про Ведьмака, которую я уже давно сочинил, вы услышите уже в этом году на нашем новом альбоме. А пока мы сделаем то, чем занимаются этой зимой тысячи других музыкантов. То, от чего просто никак не укрыться. Что-то интересное. Однажды скромный бард, покинув свой причал, отправился в путь и ведьмака повстречал. А это ведьмаку заплатите, да? То Геральт белый волк, о нем я буду петь, что дьявольских эльфов сумел одолеть. Я чуть потише сделаю. Надеюсь, нормально. Я, кстати, никогда не слышала оригинал. И этот трек, в принципе. Что-то чуть-чуть где-то... Громко. Где Диего? Это типа мой дом? Блин, нет, не мой. Ну простите! Я тут изучаю все. Маша, зачем ты намасянила? Тише, потише. О. Маша, зачем ты намасянила? Ну тут стройка происходит. Тут громко так. Ух ты. Эй ты. Маша, Эй ты. зачем ты намасянила? Нихуя себе. Так ты же тут. Тогда почему же я с тобой разговариваю?
Потому что Нэм пропал, а это его район. И до тех пор, пока он не появится, он приказал мне стоять на страже. Бля, тут уже так темно. А сколько время? Мудрак-призрак. Опа, здрасте. Эй, новенький, меня зовут Мордрак. Запомни это имя, у меня ты можешь купить все, что тебе нужно, и по хорошей цене. Он... Этот... О, господи. Ну и гимн. Спасибо большое, спасибо. Ну и гимн. Покажи мне, что у тебя есть. Выбирай. Так, а это что такое? Мяу. System of a Down? А какой трек я не вижу. Все, я размялась. Так, ну, это все замечательно. Сейчас я музыку выключу. Вот. Обалдеть, еще и Дас зарыдил. Привет, Дас! Всем здрасте! Здрасте, здрасте! Ой, вы тут такой пипа чил пропустили. Мы тут так кайфовали под рыбу. Сейчас я отсюда убегу, тут шумно. Тут очень шумно. Я тут уже 300 раз заблудилась. Ты кто? Фингерс. Его зовут Пальцы. Снав. Ой. Здрасте. Ну, погнали. А куда тебе надо-то? Давай я в другую сторону пойду. У меня появился друг. О, а там что, туда можно? А, видимо, нельзя. Я, кстати, этой песни вроде не слышала. Хотя она звучит типично для System of a Down. Так и что тебе? Ты не мог бы? Он вроде еще ничего не сказал. Так. Как вы тут громко мешаете суп? Так и есть, по сути. Ну да.
Я шо, в Химках, что ли? Я не понимаю. Ваня, вот я по Химкам хожу. Потому что у нас на районе буквально та же самая хуйня происходит. Тоже везде все булькает, шкварчит, шабит, дрочит, пердит, блядь. Окно открыть невозможно. Все равно шумно все. Ой. Ой. Привет, парень. Я Фист. Еще и на гитаре играют. Кошелек. Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, обращайся ко мне. Ладно. У меня денег нет. Куда мы идем? Или это будет сюрприз? Я люблю сюрпризы. Чел. Бля. Да прибудет с тобой спящий незнакомец. Ты кто? Я здесь для того, чтобы наставить тебя на путь истинный. Так. И какой же это путь? Путь спящего. Лишь он способен сделать нас свободными. В нашем лагере гуру готовит великую церемонию. Они хотят призвать спящего. До сих пор он говорил с нами в видениях, но теперь пришло время увидеть его. А можно конкретику? Для этого нам понадобится много последователей. Объединив их духовную силу, мы проберемся к нему. Наш лагерь находится недалеко отсюда, на болотах. Если хочешь, я могу отвезти тебя туда. Нет, пока не надо. Какой мне резон присоединяться к вам? Возможно, ты станешь одним из избранных, кто получит от спящего магический дар. Или ты достоин высшей чести стать стражем. Лучшие из воинов могут носить это звание. Мне бумажку донести. Мне только спросить. Оба этих занятия. Лучшие из стражей также обладают магическим даром. Как видишь, наше братство предоставит тебе массу возможностей. Стоит подумать об этом, прежде чем ты решишься присоединиться к какому-нибудь другому лагерю. Не обращай на меня внимания. Я всегда буду с тобой, не волнуйся. Чел! Ты не мог бы заткнуться, хотя бы на минуту? Конечно. Я, походу, зря его взяла, да? Декстер! Это тот, который... Этот... Убивец? На части разрубал людей. Я ничего не вижу, кстати. Мне еще лампа в лицо светит. Блять, призрак, блять. Что за звуки? Ладно, я побежал. Хорошего стрима. Спасибо большое, что заходил, и за донатики спасибо. Рада тебя приветствовать. Хорошего вечера. Куда мы идем? У тебя есть какой-нибудь план? Чел. Проваливай. Хочешь немного побыть один? Я понимаю. Я буду неподалеку. Проваливай. Хочешь немного побыть один? Я понимаю. Я буду неподалеку. Мне... Я же тебе рассказывала вроде. Нет, это стимовская. Это просто бета-версия какая-то другая. Я ничего не вижу. Почему? Ты написал какую-то версию, ты ее скачал. Что ты у меня спрашиваешь? Ты мне в Телеграм прислал, что там какая-то бета-версия. Вот ты ее скачала. Просто. Ни в чем. Что ты мне какую-то фигню задвигаешь. Сейчас видишь, что это необычная готика.
Нестандартная. Ну вот, вниз полистай. Я посмотрел. Я у тебя Ну спрашиваю, всё. она или Да, да. все. А, блядь. Ты ищешь тихое место, Во. где мы сможем поговорить и все такое? Блядь. Проваливай. Хочешь немного побыть один? Вот так мне что-то видно. А где? Бля, у кого я ее про нее спрашивала? Там был какой-то чел, вот где-то тут стоял. 4, да. Сюда можно? Эй, ты! Нет. Сам напросился. А сюда? Сам напросился. Так. Спим 12 часов. А, до утра, ладно. Всё, встаем. Может быть, мы ходим кругами? То есть, я не знаю, куда ты хочешь прийти. Чел! Эй, ты! Проваливай. Хочешь немного... Убирайся отсюда! Блядь, дай уйти! Сейчас ухожу. Сам напросился. Блядь, а как его прогнать нахуй? Во, я с этим разговаривала. В каком из домов? Я могу остановиться. Вон та хижина с небольшим навесом сейчас пустует. Спасибо. Это вот этот? О, моё. Охуеть. Ладно. О, есть какой-то массо. Были времена, когда все было совсем по-другому. Каждый раз одна и та же история. Так, мы выходим за лагерь, и я даю по кумполу этому товарищу, потому что он меня заебал. Я прям вот благодаря ему вспомнила одну охуительную историю, как я когда-то чуть-чуть играла в GTA 5 RP, и со мной там познакомился какой-то чел. И такой типа... Было здорово. Спасибо, А. что взял меня с собой. Нужно будет повторить эту прогулку. У меня сегодня еще масса свободного времени. Все, давай. Ты не мог бы заткнуться? Я промазала! Конечно. Все, давай. Проваливай. Хочешь немного Бля! Я думала, он сейчас уйдет. Так вот, я познакомилась там с челом, и он такой, вот, давай я тебе тут расскажу, ты, видимо, новенькая, вот так же, как он. Вот точно так же. Я такая, ну да, ну ладно, вот, он меня там покатал по городу, рассказал всякое. Я такая, хорошо, хорошо. Привет, Сёма. Вот, и он такой, вот, а что ты вообще планируешь делать? И я такая, ну, не знаю, типа, вот доучиться мне надо. Потом, как пойдет, работу, наверное, найду. А он такой, типа, нет, я про игру. И я такая, мне похуй, я автобус вожу, мне поебать просто. Приветики, я на минутку. Ух ты, привет, Butterfly, привет. Это шо, готика? Да-да-да, Сёма. Ну и вот, в итоге ну, мы с ним добавились в Дискорде, по-моему, и в ВК. И вот он со мной общался. Мне с тобой хорошо. А тебе как? Да, кстати, где ты спишь? Можешь оставаться у меня, нет проблем. Да. Проваливай. Хочешь немного побыть один? Первая, да-да-да. Привет, Андрей. Так вот, и он, короче, этот чел,
вот так же постоянно мне писал: «Привет, что делаешь? Ау!» А я, ну, типа, ну, хоть и почти всегда онлайн, но не всегда могу ответить. Я такая, типа, вот не отвечал. Он такой: «Что ты меня игнорируешь?» Я говорю: ты чё?» Короче, я с ним пыталась поговорить по-человечески, а он вообще не понимал. Ну, я вижу. Он вообще, короче, человеческого языка не понимал, и я просто уже потом ему сказала, типа, все, чел. А он буквально вся его... И он постоянно звал меня играть. И вся вот его... Все его общение заключалось только этим GTA 5 RP, и все. Он вообще и с ним вообще невозможно было разговаривать. Он вот, когда играть, а я типа там, то в гости пойду, то погулять Кстати, пойду. почему ты здесь оказался? Вот то же самое прям было. Ты вообще любишь животных? Не все их любят, и поэтому меня зашвырнули сюда. И он такой: «Ясно, это все потому, что я такой». Я такая: «Блядь». Короче, я с ним пыталась нормально поговорить, потом я ему все рассказала, и нахуй заблокировала везде просто. Это был какой-то ужас. И чё тебя не устраивало, пизди? Здорово, Никоровыч. Уведи Мада за пределы лагеря и прихлопни. Ну вот я так и уже планирую сделать. Вот это ред флаг, конечно. Да не говори-ка. На! 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 Блядь! А! Нет! Больше не делай этого. Конечно, я предпочел бы убить тебя, но руда — это тоже неплохо. Это оружие я оставлю себе. Ваня, меня отпиздили. Блять, он? Да. Так а как мы... А как уклоняться? Есть здесь такие типы. Они постоянно пытаются избить меня. Они из нового лагеря. Настоящие головорезы. Я тоже хочу тебя. В следующий раз я скажу им, что мы с тобой теперь друзья. Это должно их напугать. Одобряю синие трусы, боксерки. Шорты. Это шорты. Он вообще бесполезный, мы поняли. Все убежало, удачный круз. Спасибо, спасибо, спасибо. Ага, как скажешь. И чё он у меня забрал? Ладно, ничего. Блять, а как в этой игре, ну, типа, назад отпрыгивать? Дегенератов-то полно. Меня тоже тут спрашивали, что это у меня единорог на аватарке и всякая такая яркая хрень. Тоже заблочил чувака. Да туда их, туда, вот. Короче, у меня не получилось его убить. С оружием отпрыгивать можно. У меня из оружия только кирка и кулаки. И то кирки теперь нету. Прокачиваться надо. Блин. Психоделический пиздос — это наше все. Эти ублюдки из нового лагеря будут в шоке, когда узнают, что у меня появился защитник. Бля! Они обделаются от страха. Это должно быть здорово. Обычно для них убить человека, что муху прихлопнуть. Но теперь они дважды подумают. Чел! Ну чел! Ты не мог бы заткнуться? Хотя бы на минуту. Конечно. Пропишите ему мут, пожалуйста. У меня не получилось его убить. Я прикончу тебя, вор! Блядь! Нет! Я не знала, что это важно! Блядь! Вернись, трус! О! А чё я спиздила-то? О, вот это спиздила. Поедим. Придется страдать поначалу. Я уже.
Кого-мутить меня, я только за. Нет, вот этого вот. Я забыла, как его зовут уже. Мад. Он реально вот такой вот. Знаешь что? Я помогу тебе. Я замолвлю за тебя словечко, и, может быть, тебя примут в лагерь. Тогда мы сможем Ну. видеться каждый день. Ой, дай бог, бля. Вот вообще прикольно, что ему прописали разные диалоги за все это время, а не какой-то один. Ой, это я. Лесная ягода. Напоминает Кенши, а там тоже поначалу тебя все пиздят. Но там вроде с тобой почти никто не разговаривает. Там вообще сюжет есть, нет? Я такой же конченый. Под мостом вроде что-то лежит. Опа. Блять, как тут медленно бегаешь. Это ужас какой-то. Но это не точно. Ну... Нету тут ничего. А можно мне какую-нибудь тыкалку? О! Прощай! Хе-хе-хе. Я больше не слушаю. Каждый раз одна и та же история. Пока меня не впутали. Сука, хотел бы я оказаться на его месте. Так, а где Диего, блядь? Он там где-то живет, да? Можно, пожалуйста, пройти? Или я даже не даже? Блядь, он со мной пришел, сука! Похоже, ты не пропустишь в замок никого постороннего. Чайку крепкого давай. В замок могут заходить только люди Гомеза. Мне нужно попасть в замок. У меня есть письмо для Верховного Мага Круга Огня. И ты надеешься, что я просто пропущу тебя в замок, чтобы ты мог получить свою награду? Ну да. Ладно. О. Покажи мне письмо. Забудь об этом. Я не позволю тебе прикарманить его. Во-во-во-во. Ладно, уже забыл. Так. Я хочу работать на Гомеза. В самом деле? А почему ты думаешь, что Гомез заинтересуется тобой? Ты еще не видел, как я про пиписьки шучу. Чего? Это из обзора Бабара. Все было совсем по-другому. Ты должен следить за тем, что говорят люди. Диего Что, сказал, мяу? что решать это будешь ты. Мяу. Если Диего считает, что ты нам подходишь, почему он сам не занимается? Я его не нашла. Позволь объяснить. Диего должен испытать тебя. Если он решит, что ты нам подходишь, я позволю тебе войти в замок и встретиться с Гомезом. Но все остальное уже зависит от тебя. Понял? Я поговорю с Диего. Позади меня у хижины сидит. Но ты бы не стал общаться с придурком, правда? Да, ты что? Они увидят нас и поймут, что были неправы. Люди всегда болтают. Проваливай. Хочешь немного побыть один? Может быть. Я не хочу в это ввязываться. Позади тебя у хижины. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. О! Да ладно! Я вообще его не узнала. Спасибо. Может быть. Что-то не то в этой истории. Я больше не слушаю всякую пропадню. Я поговорил с Торусом. И что он сказал? Он сказал, что если ты дашь свое согласие, я смогу присоединиться к старому лагерю. Похоже, я нашел себе новую работенку. Мы можем начать прямо сейчас. Прежде всего, тебе нужно кое-что понять. Так. Не моя проблема. Что нужно знать для того, чтобы присоединиться к вашему лагерю? Если хочешь стать одним из нас,
Прежде всего ты должен показать себя полезным. Во внешнем кольце есть несколько очень влиятельных людей. В основном призраки. Если сумеешь произвести на них впечатление, считай, полдела сделано. Затем тебя ждет испытание веры. Ты должен будешь доказать, что искренне предан этому лагерю. Помимо этого, новичкам приходится многому учиться. Чем больше ты будешь знать, тем ценнее ты будешь для нашего лагеря. Это точно не моя проблема. Кто может стать моим наставником? Начни с Фингерса. Он у нас самый опытный. А потом, если посмотришь по сторонам, увидишь, что многие могут тебя чему-нибудь научить. Где живет Фингерс? О, его дом надежно укрыт от посторонних глаз. Дом Фингерса находится у стены замка. Начни отсюда и иди по направлению к арене. Когда окажешься у ворот, поверни налево и спускайся вниз по направлению к арене. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. А ты можешь меня чему-нибудь научить? Да, я могу показать тебе, как увеличить силу или повысить ловкость. Давай поговорим о чем-нибудь. А у меня сколько? Пока меня не впутали. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Я не могу учить тебя. Тебе не хватает опыта. Вот этот голос озвучки сейчас был, он был в... Блять, этот... Алиса в стране чудес, но плохая версия. Типа, что-то там... American Story Alice, что-то такое. Вот там был вот этот вот голос, да. Кнопка Б, вроде статы. О, так записали, можно и пролить чай на блокнот. Там дальше увлечет игра, и поначалу сложно, потом понравится. Возвращайся с... Береги себя. Да, давай. Некоторых людей... О, нихуя себе, блядь. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Изучив этот навык, я мог бы передвигаться бесшумно. Кто знает, вдруг это мне пригодится. Акробатика. Я слышал, что хороший вор не может обойтись без акробатических способностей. Для него важно уметь передвигаться ловко и безопасно. Быть может, мне стоит узнать об этом побольше. Ебанись. Америка и Маги Madness Return. Ну, что-то такое, да. Я помню, в детстве играла в эту игру, она меня так пугала всегда, и я ее, ну, типа, я буквально только самое начало проходила, и все. Убегать будешь быстрее. Ну да. А с этим я смогу отпрыгивать, типа, назад от... Ну, типа, уворачиваясь от ударов, назад отступая. Алису я обе части прошел на крутая. Там была вторая? Я только в старую, помню, играла. Ты мой лучший друг. Остальные только и думают, как избавиться от меня. Я тебе очень благодарен. Что-то не то. Куда-то там идти вниз надо было. У арены что-то вниз. А какие-то задания есть? Не помню насчет отпрыгивания. Просто кнопки блока я сейчас вообще не видела. Блять, а к кому мне надо было пойти? Я вообще забыла. По правую сторону. Записывала, но забыла. Фингерс. А, с Фингерсом я уже разговаривала где-то. Я еще кекала с того, что чела буквально зовут Пальцы. Слушай, меня уже начинает утомлять эта прогулка. Может быть, мы поищем Иди домой. и немного передохнем? Вспомнил игрушку Dark and Darker, чемпионка, где ты бегаешь по данжам, дерешься с другими игроками и возвращаешься в таверну. Я, по-моему, слышала про такую, но не играла.
Я уже давно не играл, могу тупить, кроме того, что кучу модов играл, по предметам могу ошибаться. А, вот он, вот тут вот он был. Блин, мне бы типа похилиться. Он меня отпиздячил, блин. Декстер. И... А, нет, стоп. Это был другой мужик. Эй, ты! У меня есть болотник и эликсиры из лагеря сектантов. Интересуешься? У меня денег нет. Что такое болотник? Ты новенький, да? Болотник курит, когда хотят немного расслабиться. Фу, курить это вредно. Писк. Ты для меня как старший брат. У меня никогда не было старшего брата. И младшего тоже не было. Я был не нужен своим родителям. Они что-то просекли. Но для них это было тяжело, я уверен. Я тоже так думаю. Незаметная лачуга прямо у стены каменной. Что он? Я тоже так думал, сказал. Прямо у стены замка. Так. А, вот тут, вот. Мне еще дальше идти, что ли? Или... Вот лысый мужик какой-то. Может, это он? Уистлер. Ты шо? Не свести, денег не будет. Мат тебя сейчас доебет, пока не прикончит. Кстати, вот в одну же подразделительную игру ты зашла в готику, а про Dark Souls ты не говоришь. Мордок. Мордраг. Бля, мне кажется, я уже просто обхожу обратно. Блин, я какать захотела еще. Ты сам откуда? Ты должно быть рад найти человека, который тебя действительно понимает. Я из Хариниса. Ты был там когда-нибудь? Впрочем, это не имеет значения. Я всегда честна со своими зрителями. Блин, в этой игре нету квест-маркеров, да? Это будет весело. Одна из тех игр, на которой основывался мод Брэкли. Ну я же видела его где-то, этого рудокопа, говорю. Фингерса. А, кто-то новенький. Шакал. Что тебе нужно? Я хочу предложить тебе помощь. Ты здесь новенький, а новички всегда попадают в неприятности. Я сомневаюсь. Ты можешь избежать их по очень доступной цене. Всего 10 кусков руды, парень. У меня нету денег. Говорить не о чем. В смысле? Откуда у меня деньги? Ладно. 10 кусков, и ты должен будешь помочь мне, если у меня возникнут проблемы. Эй, кого ты пытаешься обмануть? Возвращайся, когда у тебя будет руда. Не хотел бы я оказаться, держа это при себе. И еще увидимся. Ты только бери. Ну вот. Нет ничего поесть. Ну откуда мне было знать? У меня... А, у меня... Блядь, этот... Ах ты варьё! Жульё! Он у меня спиздил один кусочек. Пиздец. Что мя? В этом и прикол, до всего доходишь сам. Это будет грустно. Блядь! Я думал, это выяснили еще очень. Я упал. Блядь. Во. Почему это случается снова и снова? Похоже, назревает. Люди всегда болтают. Вот там что-то, какое-то местечко. О!
Эй. Что у вас тут происходит? Что произошло? Low level fatal error. Unidentified failure for object. И какие-то китайские символы. Ок. Угу. 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 Я не договорила. У Мимахи украли не только руду, но и игру. Ты своими шкурками шкрябаешь тут, блин. Наждачками. Ой. Ой. О. Проваливай. Хочешь немного побыть? Некоторых людей ничего не учат. С тобой поговорить можно? Это не моя проблема. Веришь кому-то и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда и бывает. Что-то не так в этой истории. Если бы я помнила, где я нашла Фингерса. Блядь, что так громко? Блядь. Будь здорова, кошка. Гай. Блядь. Когда ты со мной, мы покажем этим... Ты кто? Флетчер. Это пиздей. Внутренняя стена. Хуна! Нихуя. Внутренняя стена. Вот это. Почему я его там не нашла? Я согласна с тобой, Сафа. Я сомневаюсь, что это, как вы думаете. Я не хочу в это ввязываться. Я думал, Я не хочу. Это точно не моя проблема. Лучше ни на что не Должен верить всему. Напротив арены стены замка. я больше не слушаю всякую симпатию. Опа! Может, это? Мы с тобой одна команда. Мы команда из поселка. У него домик неприметный на горке. Бля, да я уже обошла вокруг. Граво. Тут уже этот, как его? Изначала, Диего. Дальше от ворот замка направо. Наф. Да ладно! Ебать. Я хочу стать призраком. И что с того? Ну нихуя себе! И как мне это парировать, блядь? Ну... Мне нужно чему-нибудь научиться. Кто прислал тебя ко мне? Диего. Мать твоя. Ой. С этого нужно было начинать.
Если хочешь присоединиться к этому лагерю, ты должен быть хорошим бойцом или хорошим вором. Призраки будут испытывать тебя. Они дадут задание, на котором ты не должен попасться. Поэтому начать тебе стоит с воровской науки. Так уж получилось, что я лучший вор во всем старом лагере. Ах, ваш отец вор, ваш двоюродный брат вор. Вот вор, вот там. Ты ведь замолвишь за меня словечко перед Диего? Ну, если ты докажешь, что чего-то стоишь как вор, мы найдем для тебя дело. Как это сделать? Учись воровскому делу. Когда у тебя будет больше опыта в искусстве передвигаться бесшумно, в работе с отмычкой и в деле карманника, я поддержу тебя. Скажи, а куда мы идем? Так, и чё? Чему ты можешь... Это зависит от того... Так я не умею учиться. Взлом. Как научиться работать с отмычкой? Я не могу учить тебя. Ты слишком неопытен. Блядь, в этом-то ведь суть обучения, разве нет? Я ничего не умею, сука, научить. Ты слишком неопытен, блядь. Буквально типичный работодатель, нахуй. Чему-нибудь училась еще? У меня нету ни очков опыта, ни денег, нихуя нету. Иди этих падальщиков убивай. Я хочу научиться... У меня нет оружия. Без шума. Скажу без ложной скромности, что я один из лучших воров. Но когда речь идет об обучении искусству подкрадываться, Карвалолу. тебе лучше обратиться к Авалорну. Где мне искать Кавалорна? Он промышляет здесь. Ты найдешь его на пути к новому лагерю. Там какой-то чел. В этом ущелье есть старый... лагеря. Или что такое. Не обращай на меня. С спутником идешь, и кого-то убивают, и цепи тебе дают. Там какой-то чел заряжен. С поваром тоже в магнит устраивается. А повар это кто? Снав вроде, нет? Потом кашу варит, потом красиво. Ух ты, какой мужчина-то! Вон у него там такая. Как дела? Не так уж плохо. Если умеешь, Старая хорошо шлюха родила, готовить, пошел у тебя прочь будет отсюда. Много друзей. Хочешь попробовать тушеный рис? Опа! Спасибо. Знаешь, ты мог бы мне помочь. Так, вот свари вот этого вот там чел сзади меня стоит. Что я могу для тебя сделать? Ты, должно быть, любишь вкусно поесть. Ну... У меня тут новый рецепт. Рагу из мясных жуков по-сневски, с грибами и рисом. Ты получишь самую большую порцию, если сможешь принести мне 3 жуков и несколько адских грибов. Я думаю, 5 будет Я достаточно. всех жуков сожрала. Ты хочешь, чтобы меня вырвало? Не, я не буду ему грубить. Тогда иди и раздобудь то, о чем я тебя просил. Я уже отправил одного за припасами, но он так и не вернулся. Небось, сбежал в новый лагерь. Ну-ка. Где растут адские грибы? Выходишь через южные ворота, там еще разрушенная башня, и прямо перед тобой будет пустырь, на котором растут грибы. Как звали того парня, которого ты посылал до меня? Нек, он как-то не прижился здесь. Я думаю, сейчас он уже в новом лагере. Я отправил его собирать грибы, но он так и не вернулся. Короче, хочешь микроспойлер? Вот этот Нек, Кек. Тебе нужно его труп найти, это как раз задание одного из призраков. Он в какой-то пещере поблизости является труп, и там пара падальщиков или жуков каких-то. Это непроходимая локация, я поняла. А ты заходила в самую первую? Куда мы идем? Там какой-то меч лежит. Все, я в отпуске. Почему? Как? Поздравляю.
Спасибо. Я уже доела тортик. Ну что, мужики, расчехляйте ротики. Будем кушать мясистых жучил. А ты, Саня, будешь? У Фингерса не закончила. Где сахар нельзя. Я же вроде с ним все прокликала. Здрасте. Здрасте, Азат. Я же ведь с ним поговорила. Я это нажимала. Ну, И он как такой... это сделать? Учись воровскому Ну вот, делу. да. Учись и все. А можешь? Могу. Это зависит от... Но ничего у меня нет. Все. Вау, игра новинка недавно вышла. Да, 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 вообще новая. Привет, Арачочус. Где мы сможем поговорить и все такое? Да, я потом тебе такой секрет на ушко расскажу киркой по башке. Ой, закачаешься. Не недавно. Не недавно. Мне задние лапки оставьте, я доел. Дед доел. Были времена, когда все было совсем по-другому. Можно мне какую-нибудь палочку, выручалочку? Тридоног. Тириантрох. Черт, я опять забыл пароль. Злой стример киркой по башке. Да он меня достал. Можно мне какой-нибудь этот мечик? Где этот мертвый чел лежит? У меня еще и здоровья ни хрена нету. Если ты думаешь... Лучше ни на что не натыкаться. Может быть, мы ходим кругами? Бля. Ой. Я еще так медленно бегаю. Ужас. Зажарьте вот этого, вот он вроде как жилистый такой. Мышцевый. Может быть, ты не очень давно. Там тебе дом дали, в нем можно спать, хиляться. Так вроде утро уже еще. Идем спать. Или пока не дали. Я вроде заняла какую-то хибару, но я не помню где, да. Я думал, это выяснили еще очень давно. А, с навесом с каким-то она была, точно. Ну где? Это было здорово. Спасибо, что... Блять, тут все с навесом. Вот это, да, наверное. У меня еще сундук есть. А там есть что? Бля, ничего не положили. Вредные, жадные. Так. Я не хочу в это ввязываться. Может быть... А меч можно какой-нибудь, пожалуйста? Ваня, посыпь кошке корма. Поджарю что. Ну или за меня добеги куда-нибудь. Я уже привык к тебе. Там, где корм. А с прыжком быстрее бегать? Как будто да. Все, мы будем прыгать. Блять, уже темно. Скоро опять мне лампу выключать мою. Чё ты там, Ваня, говоришь? Где какая-то эта пещера, где дохлый чел?
Где? Э! Где-то поблизости. Тут где-то поблизости одни вот эти. Бля, вот тут вот один он. Давайте одного захуярим. А вон, слева. Между деревьями. Или там просто какие-то свинокрысы. Кстати, почему ты здесь оказываешься? У вас свинокрысы. Бля, там свины, да. Ку-ку! Блядь. Тебя, монстр. О, он мне помогает. Мы команда! И чё? С него даже подобрать нельзя ничего? Да. Блядь, шмел! Оружие Есть здесь убери. такие типы. А! Они постоянно пытаются избить. Оружие убрать и залутать. Шмел не трожь, ладно. Кто пчелок уважает, тот к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Да? Не, ну смотрите, он не бесполезный, он меня защитил и дубинкой своей натыкал там. Блядь, там какой-то тыгр. Вивк. Нам пиздец. Блядь, ты что за кракозябра такая? Блядь. А до кого я пиздью-то? Блядь, меня убили. Блядь, я второй. Эти ублюдки... Пиздец, как неудобно-то убивать. Я уничтожу Иди тебя, вперед, монстр. иди. Блять! Эти ублюдки из нового... А что если оставить пиздиться вот этого товарища с волком, а я пока обыщу что-нибудь? Если атака с зажатой кнопкой, то машешь влево-вправо. А, да? Нет. Ну, на левую кнопку у меня он сейчас ничего не делает. У меня на нумпаде лево-право вот эти стрелочки. Но как поворачиваться-то? Мышкой поворачиваться же надо. И нету этого наведения. Иди, дерись. Я уничтожу тебя, монстр. Давай. Так, а как все взять? Вот. Удачи. Он здоров! Знаешь что? Я помогу тебе. Охуеть! Блять. И чё? Я не могу залутать ничего.
Две схемы управления, старая и новая. Одна по клику АД, вторая зажимаешь атаку АД. Блядь. Смотри, реально. Вот я держу левую кнопку и АД тыкаю. Поняв. Спасибо. Блять, там какие-то звуки страшные. Там тайминги надо соблюдать и будешь станить противников. Капец. Ну-ка. Свинос... Здесь многие считают... Удары назад вроде отпрыгивать не получалось. Кротокрыс! Иди вперед. Блять! Я сама убила! Охуеть! Ебать. Ну все, игра пройдена. Факела нет? Есть. О, еще и светло! Охуеть. Ты чё, бля? Ты мой луч... Блядь, замолчи нахуй. Давай этого теперь. Ку-ку! Я уничтожу тебя, монстр! Давай. Охуеть. Ебануться. Охуеть. Не, ну мне нравится, мне прикольно. Все, сейчас истребление всех падальщиков будет. Опа. Слушай, меня уже... Ты, блядь, рот свой замолчи. Да блин! Ладно, подсвечивать будет. Я уничтожу тебя, монстр! Блядь, да не этот. Эй. Опа. Какой факел-то, однако, светящийся. Ну, в смысле, хорошо освещает все. Блядь, там еще динозавры. Бля, нет, туда мы не идем, там людей ебут. Ух ты. О! Вот это да. Охуеть. Не то. Да ты нахуя ты роняешь? Ты для меня как стар... Я тоже так думаю. Уф. Ну это да. Это, конечно, да. Ебать. Ну все, это переворот игры. О, вот, смотрите, вот, все. Отступить назад можно. И вперед можно стукать. Охуеть. Факел какой-то кнопкой можно убирать. Да. Он у меня... ну, видимо, на ту же самую.
На ту же самую, откуда достаешь его. Блять, это кто? Откуда? Там какие-то эти кракозябрики. Я уничтожу тебя, монстр! Все. Ты сам откуда? Чё у тебя там? Что у тебя там происходит? Немного проспойлерю, но не сюжет. В начале, где начала игру, есть секретка, там надо забраться на уступ. Ага. Спасибо. Я только не помню, где там это место, когда не надо идти. Это гоблины! Нихуя. О, эти звуки я тоже помню. Блядь. Все, сюда суваться не надо. Этого тоже чела убили. Короче, я предлагаю вернуться назад и офнуть. Вот. А то я немножко устала. Ну и плюс мне этого экспириенса уже довольно хватило. Но мне нравится очень. Я уничтожу тебя, монстр! Давай, ты иди вперед. Да, так он полезный. Он не бесполезный. Блядь, это я куда пришла? Блядь, это вы кто? Лучше тебе не разгуливать здесь. Вот там уже начинаются земли орков. Это опасно. Привет, Скажем Джасон. так, лучше отдай Нет, мне всю это... свою руду, потому что орки все равно порубят тебя на куски. Как-нибудь в другой раз. Как-нибудь в другой раз. У меня денег-то и Тогда так лучше нет. стой там, где стоишь. У тебя нет ничего поесть? Бля. Это, короче, бета-версия на Unreal Engine. Что-то такое. Но это ваниль, типа. Вот. Но это не модная... не модная... не модовая сборка. Поэтому вот. Опа! Адский гриб. Пизда нет, мамада. Да я меня убью! Я не могу. Ну и плюс он мне помогает драться. Так что пока я не буду его убивать. Он полезный. Вот. Как дела у тебя, Джасон? Я тут бегу до дому, чтобы поспать. И все. Сегодня чуть-чуть постримлю. Каменный корень. У вас корень каменный, в курсе? А факелы тут бесконечные? Как ты думаешь, к нам кто-нибудь... Жить можно? Ну и хорошо. А у меня день рождения скоро. Лучше ни на что не натыкаться. Не хотел бы я оказаться на его Всему, что слышу. Да. Через неделю. 8-го. О! Изгиб гитары звонкой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. С наступающим, спасибо. Ну, я думаю, что я запущу стрим в этот день, поэтому еще, думаю, успеешь поздравить. Мы будем играть в какой-нибудь Винкс Клуб или в Барбик. В Барби. У меня на прошлый день рождения так было. Все, мы спим до утра и встаем. Заебись. Во. Теперь, когда ты со мной... Так. Новое сохранение. Назовем его «Да». И я нажала отмену. Я молодец. А это удалить можно? Нет. Ну что ж. Всем спасибо, что меня смотрели.
Сейчас я вас куда-нибудь отправлю. О, вот сюда. Вот. Да? Во, да, все. Оставайтесь на рейд, залутаете баллы канала, передавайте этому товарищу привет. И подписывайтесь, наверное. Он сам на меня только подписался. Вот. Всем хорошего вечера. Всем большое спасибо. Будем продолжать эту игрушку как-нибудь играть. Не знаю, когда. Завтра, послезавтра. На днях, короче.